Космические путешественники. Наш корабль подан на старт, а значит, пора собираться в путь. На этот раз полет будет особенно ответственным. Мы отправляемся искать миры, которые пригодны для жизни. Какие из них сразу привлекут наше внимание? Наверняка те, что внешне похожи на Землю. Вот HD 189-733 созвездие Лисички. Подобно нашей планете, она смотрится в небе как прекрасный голубой шар. То, что нам надо. Однако, подлетев ближе, мы сразу поймем, что ошиблись. Экзопланета – настоящий гигант, массой и радиусом в 11 раз больше Юпитера. Он раскален более чем до 1000 градусов Цельсия, и на его поверхности царит настоящий ад. Безумные ветры несутся там со скоростью до 7000 км в час. Льют стеклянные дожди. Да, HD 189-733b – потрясающий мир, но совсем не гостеприимный, с практически нулевыми перспективами для освоения. Словом, найти пригодную для жизни планету только по ее внешнему сходству с Землей у нас не получится. Для этого придется учесть множество факторов, которые известны ученым. Сразу понятно, что газовые гиганты нам вряд ли подходят, ведь у них нет твердой поверхности. Другое дело — скалистые планеты. Хотя и среди них годятся далеко не все. Потенциально жизнепригодный мир прежде всего должен вращаться в подходящем месте своей звездной системы, ее обитаемой области или зоне Златовласки. Предполагается, что условия там в самый раз для развития жизни. Какими ученые видят параметры подобных небесных тел? Прежде всего, как показали результаты новой работы ученых Австрийской академии наук, планета должна быть размером примерно с Землю. Мощная атмосфера более крупного и массивного объекта создаст огромное давление и, как катком, раздавит любые формы жизни. Если же планета, наоборот, слишком мала, у нее не хватит гравитации для удержания атмосферы. В этом случае ее поверхность будут заливать потоки смертельного излучения, которые стерилизуют все вокруг. О жизни в таком жутком месте не может быть и речи. Точно узнать размер и массу планеты на огромном расстоянии очень трудно. Однако астрономы разработали множество различных способов, как это определить. Подсказку, например, могут дать орбиты планет. Чем больше скорость небесного тела, тем сильнее притяжение со стороны его звезды. Это заставляет планету или Луну двигаться по замкнутой орбите. Рассчитав скорость и радиус орбиты, можно определить массу планеты или ее спутника. А вот оценки массы карликовых планет, комет и астероидов до сих пор не блещут особой точностью, кроме тех, где побывали космические зонды. Но, допустим, мы подыскали нужную по размеру планету. Скажем, это может быть TOI 700b, размером в 90% земного. Однако она расположена очень близко к своей звезде и совершает один оборот вокруг нее каждые 10 земных дней. Ее светило прохладный красный карлик, и по идее он не сжигает близкую экзопланету своими лучами. Но звезда наверняка держит TOI 700b в плену своей гравитацией, не давая ей обернуться вокруг своей оси. Значит, дневная сторона объекта всегда сильно нагрета, ночная же заморожена. Это нам не подходит. Хотя ученые дают некоторые шансы на обитаемость экзопланетам вблизи от красных карликов, которые уже достаточно изучены. И мы обязательно их осмотрим во время путешествия. А пока вернемся к маркерам жизнепригодности планет, и основной из них – наличие воды в жидком виде. Она важна по нескольким причинам. Вода растворяет большинство молекул, но не все. Также она играет важную роль в метаболизме живых существ. В воде не разлагается широкий спектр сложных органических веществ, и она сама в течение миллиардов лет не теряет своих свойств под действием внешних факторов. Следовательно, в обитаемой зоне должна быть температура, при которой вода не замерзнет или не испарится. Где именно находится подобная область, зависит от типа светила. У желтых карликов, как наше Солнце, это расстояние определено от 0,7 до 1,55 астрономической единицы от звезды. В системах раскаленных голубых светил в несколько раз дальше.
а к относительно прохладным и тусклым красным карликам экзопланеты могут приблизиться буквально вплотную. Некоторые из них, возможно, не просто имеют запасы жидкой воды, они полностью залиты океаном. Подойдут ли подобные миры для цели нашего путешествия? Давайте посмотрим, отправившись к удивительной звездной системе L9859, всего в 35 световых годах от Земли. Недавнее исследование показало, что одна из ее планет, L9859d, залита бескрайним океаном. Этот мир впору было бы назвать планетой «вода», по аналогии с нашей Землей. Судя по плотности 2,4-3,7 грамма на сантиметр в кубе, вода составляет до 30% массы небесного тела. Для сравнения, доля воды в массе нашей планеты всего 0,02%. Правда, ученые не могут поручиться, что легкое вещество в составе экзопланеты – именно вода. И все же это наиболее вероятный сценарий, учитывая, что H2O – одно из самых распространенных химических соединений во Вселенной. Миры-океаны, по всей видимости, не редкость в космосе, и, как считают исследователи, они благоприятны для развития жизни. Но не все экзопланеты в зоне Златовласки богаты водой. В этом легко убедиться на примере Солнечной системы. В обитаемую область, кроме Земли, также попадает Венера и Марс. На Венере, как считают ученые, когда-то была вода, а сейчас наша соседка покрыта очень густой атмосферой, создающей мощный парниковый эффект. Он разогрел Венеру до температуры более 460 градусов Цельсия, испарив всю жидкую воду с ее поверхности. На другом конце солнечной обитаемой зоны находится Марс. Когда-то очень давно его тоже заливали реки, озера, океаны. Роботизированные космические миссии нашли на планете минералы, которые могли образоваться только в воде. Однако Красная планета давно уже потеряла почти всю свою атмосферу. Она превратилась в холодную, бесплодную пустыню, разреженной атмосферой из углекислого газа. Правда, в последнее время появились свидетельства существования на Марсе подземных озер соленой воды. Так, с помощью радара космического корабля «Марс-Экспресс» ученые обнаружили признаки большого подземного водоема. Но подобный рассол – не лучшая среда для поддержания жизни. Вот почему важно правильно определить температуру планеты, однако сделать это в глубинах космоса очень сложно. Судя по земным условиям, вода остается жидкостью в диапазоне температур от 0 до 100 градусов Цельсия. С помощью некого небесного градусника этого где-то в другой звездной системе не измерить. Нужны подробные сведения об атмосфере объекта, отражательной способности его облаков, наличии или отсутствии парникового эффекта. Современные технологии не дают возможность все это точно вычислить в далеком космосе. Однако в последнее время ученые достаточно успешно определяют температуру на основе излучения объектов, тепловой энергии, выделяемой в виде инфракрасного света. Его отлично распознают телескопы нового поколения, особенно прибор среднего инфракрасного диапазона космического телескопа Джеймс Уэбб. Продвинутые телескопы также проводят спектральный анализ химического состава планет, что многое может подсказать об их пригодности для живых существ. Каждый химический элемент имеет собственный уникальный отпечаток, свой набор спектральных линий. Следовательно, по излучению любого объекта можно узнать о его составе. При этом все элементы в периодической таблице будут производить ряд уникальных ярких линий. Водород, например, не выглядит как углерод, который, в свою очередь, не похож с железом. Вот один из примеров. Свет Солнца, отражающийся от Марса, теряет в синей части спектра больше, чем в красной. Отсюда астрономы делают вывод, что на Марсе много оксида железа, придающего ему красноватый цвет ржавчины. В спектре заметны также две полосы поглощения, связанные с углекислотой. Значит, она есть в атмосфере Марса. Если вы захотите увидеть полный спектр света, то на Земле это сделать легко. Стоит только выйти из дома после ливня и полюбоваться на великолепную радугу. Наши глаза разлагают на составляющие солнечный свет, проходящий сквозь капли дождя.
Но это только в оптическом или видимом свете, а электромагнитный спектр охватывает все виды излучения – видимое, инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское, радиоволновое и гамма-лучи. С его помощью ученые изучают характеристики далеких небесных тел во всех этих диапазонах световых волн. Ширина линии света, например, подскажет, насколько быстро движется материал на каком-то объекте. Из этого ученые могут узнать о силе ветров в тех или иных мирах. Если же линии смещаются вперед и назад, это говорит о вращении одной звезды вокруг другой. А если спектральные линии растут или затухают, значит, в объектах происходят физические изменения. Ранее ученые из США подобным образом выяснили, что некоторые экзопланеты богаты углеродом и могут состоять из алмазов и диоксида кремния. Это происходит потому, что звезды и планеты образуются из одного газового облака, поэтому их составы похожи. Планеты звезд с меньшим соотношением углерода по отношению к кислороду будут состоять из силикатов и оксидов с малым содержанием алмазов, как на Земле. А вот при другом соотношении веществ состав планеты будет сильно отличаться. При наличии воды и большого количества углерода она может полностью состоять из алмазов, как 55 Рака И из созвездия Рака в 50 световых годах от нас. Представляете, как здорово жить в драгоценном мире? Звучит, конечно, здорово, но на деле не очень. Астрономы говорят, что поверхность драгоценной планеты вместо воды покрыта алмазами и графитом. При таких условиях жизнь в том мире, раскаленном до 1650 градусов Цельсия, невозможна. Многие астрофизики считают, что обитаемой планете также потребуется правильная атмосфера, тектоника плит и многие другие факторы. Причем подходящие условия должны сохраняться не менее нескольких миллиардов лет, чтобы на планете успела возникнуть сложная жизнь. Одним из важных факторов является форма орбиты объекта. Круглая она или эллиптическая. Казалось бы, какая разница, если речь идет о жизнепригодности планет? Но ученые давно подозревали, что орбита в этом вопросе имеет важное значение. Чтобы подтвердить свою догадку, международная команда астрономов провела исследование, используя данные космического телескопа Кеплер и телескопа Гая. Ученые сделали выборку наблюдений о 150 экзопланетах, вращающихся вокруг маленьких тусклых звезд, красных карликов. Они вычислили долю объектов, которые находятся в потенциально обитаемых зонах. Оказалось, что комфортный климат может быть более распространенным в таких мирах, чем считалось ранее. В исследовании ученые использовали данные об эксцентриситете орбиты каждой планеты. Эксцентриситет – это показатель, насколько объект в своем пути вокруг звезды отклоняется от идеальной окружности. Полностью круговая орбита имеет эксцентриситет 0, а чем больше она принимает форму эллипса, тем показатель выше. В этих колебаниях ученые усматривают важный маркер обитаемости мира. Вся фишка здесь в гравитации. Собственная сила тяжести планеты тянет ее массу к центру, создавая тепло и давление в ядре. Но это не единственная гравитационная составляющая в сложной космической игре. Планета также находится под воздействием звезды, вокруг которой вращается. Если орбита подобного мира идеально круглая, то гравитационное притяжение его светила остается стабильным на всем пути. Но если орбита чрезвычайно эксцентричная, то сила тяжести все время меняется по мере вращения планеты. Постоянные приливы и отливы гравитации растягивают ядро планеты как ириску, раскаляя ее изнутри. Ученые предполагают, что все это внутреннее тепло способно сварить небесное тело, испарив с его поверхности любую возможную воду. Так что круговые орбиты более благоприятны для сохранения воды в жидком виде. Правда, тонкий баланс несколько растянутой орбиты позволяет некоторым из экзопланет вращаться вокруг своей оси. Тогда они чересчур не раскаляются и не замерзают. Однако таких планет в выборке международной команды астрономов оказалось мало.
Около 100 миров из 150, которые они исследовали, имеют сильно эксцентричные орбиты. Скорее всего, эти миры непригодны для жизни. А вот 1/3 объектов стабильно описывает вокруг звезд круги, так что, возможно, на них есть жидкая вода. Команда также обнаружила связь между общим числом планет в системе и вероятностью того, что у них эксцентричные орбиты. В их выборке уединенные миры с большей вероятностью шли по эллиптическому пути. В то же время звездные системы с несколькими планетами имели больше шансов на стабильную орбиту без гравитационных качелей. Следовательно, на них с более высокой вероятностью может быть жидкая вода. Если только некие злые силы из глубин космоса этому не помешают. Что за таинственные объекты влияния способны перевернуть наш взгляд на стабильность планет? Авторы нового исследования из США считают, что следует учитывать воздействие на потенциально обитаемую экзопланету межзвездной среды. При этом ученые выделяют две основных опасности. Первая – внешняя угроза, которая способна лишить планету привлекательности для будущих поселенцев – потоки высокоэнергетических лучей. В основном их источниками могут стать сверхновые, которые по космическим меркам взрываются поблизости экзопланеты, хотя залить все вокруг ливнем излучения также могут нейтронные звезды и черные дыры в двойных системах. Астрономы давно пришли к выводу, что катастрофа такого масштаба действительно ужасна. Взрыв сверхновой, например, одна из самых мощных сил природы, которая может генерировать энергию больше 10 миллиардов солнц. Огромный поток излучения вмиг стерилизует любую планету на своем пути. К примеру, на Земле он испарит атмосферу и превратит в пепел каждую клетку всех живых существ. По данным НАСА, подобная трагедия могла случиться на Земле около 450 миллионов лет назад. Тогда произошло ордовикско-силурийское вымирание, одно из самых массовых на планете. Катастрофу, вероятно, спровоцировало гамма-излучение, хлынувшее на Землю после взрыва сверхновой. Виновница катастрофы находилась в ближнем по отношению к Земле рукаве Млечного Пути. Ее излучение наполовину уменьшило озоновый слой атмосферы, уничтожило около 95% живых существ. Есть и более свежие примеры. Небывалый всплеск излучения после взрыва сверхновой зафиксирован в созвездии Стрельца в октябре 2022 года. Немного раньше, в сентябре, взрыв СНР 0519 отмечен в галактике Большое Магелланово облако в 160 тысячах световых лет от Земли. Там гигантская звезда вспыхнула сверхновой 670 лет назад. И все это время гамма-всплеск двигался к нам со скоростью 9 миллионов километров в час. К счастью, вся энергия во время долгого пути иссякла, и какой-либо вред Земле это событие не нанесло. Зато ослепительный портрет останков сверхновой создан с использованием данных космических телескопов НАСА Хаббл и Чандра. Но если взорвется красный гигант Бетельгейзе, все может оказаться намного страшнее. Звезда настолько огромна, что в Солнечной системе не осталось бы безопасного места для переселения. К счастью, кошмарный конец ожидает только небесные тела на расстоянии не более 50 световых лет от сверхновой. Бетельгейзе же находится от Земли в 13 раз дальше этой критической черты, в 650 световых годах. Но экзопланеты, до которых сверхновая теоретически достанет, вылетают из кандидатов в потенциально обитаемые. Ученые исследовали окрестности систем с экзопланетами в обитаемой зоне на предмет подобной опасности. Только у TOI 1227 и HD 48265 поблизости были найдены массивные звезды, которые потенциально могут взорваться как сверхновые. Впрочем, есть еще один опасный фактор – близкие прохождения блуждающих звезд и других планет к нужному нам объекту. Небесные бродяги способны сильно повлиять на орбиты небесных тел с постоянной пропиской и даже выбросить их вон из дома.
Чтобы учесть эти угрозы, ученые изучили разницу в окружении звездных систем, плотность, с которой невдалеке от них находятся звезды, черные дыры. Риск близкого пролета изгоя, который точно заденет орбиты планет, зафиксирован лишь в одном случае. Так что данный фактор можно считать мизерной угрозой для потенциально обитаемых планет. Вывод из этого можно сделать следующий. Внутренние условия в звездной системе, а не внешние, будут для нас основными маркерами при поиске потенциально жизнепригодных миров. Но вот определить, есть ли в том древнем мире планеты и годятся ли они для жизни, на таком расстоянии пока не удалось. И потом, в обозримом будущем, мы не сможем туда долететь. При современных скоростях нам потребовались бы миллионы лет, чтобы достичь далеких миров. Не будем перечислять все остальные трудности, такие как износ оборудования во время пути, необходимость воспроизводства человеческой популяции на борту корабля в условиях космоса. Чтобы все это минимизировать, мы будем искать жизнепригодные планеты поближе к Земле. В Солнечной системе нам останавливаться не стоит. К сожалению, планет, пригодных для жизни среди нашего ближайшего космического окружения, нет. Каменистые Венера и Марс, как мы говорили, не имеют воды в жидком виде на поверхности и по температуре для поддержания жизни не подходят. Правда, мы потихоньку готовимся к колонизации Марса, только для этого придется приложить очень много сил, создав на Красной планете подходящие условия для переселенцев. Но может где-то дальше, в чужих звездных системах, нас ждут более пригодные для жизни миры. Ближайшая к нам экзопланета Проксима Центавра b находится на расстоянии 4 световых лет. На нее стоит обратить особое внимание. И не потому, что она каменистая и находится в обитаемой зоне звезды. Подлетев к этой единственной планете звезды Проксима Центавра, мы очень удивимся. Она похожа на нашу как близнец. По крайней мере, астрофизики считают, что вероятность этого очень велика. Масса Проксима b всего в 1,3 раза больше земной, а ее радиус составляет 1,1 земного, если допустить, что плотность экзопланеты идентична нашей. Только Проксима b подобралась почти вплотную к своей звезде, намного ближе, чем Меркурий к Солнцу. Стоп, но как такая планета может походить на Землю? Это наверняка обугленный от звездного жара мир, который вот-вот превратится в кучу пепла. В случае с Проксима b все не так. Небесное тело вращается вокруг красного карлика. Несмотря на близкие отношения со звездой, оно получает не более 65-70% излучения по сравнению с Землей. Благодаря этому экзопланета попадает в обитаемую зону Проксима Центавра. Модели астрофизиков показали, что на ней, скорее всего, подходящая для жидкой воды температура. Поверхность покрывают реки и моря. К тому же Проксима b может иметь стабильный климат. Если предположить, что ее плотность примерно такая же, как у Земли, то гравитация планеты будет всего на 5% выше той, к которой мы привыкли. Однако Проксима b очень холодный мир, поскольку получает от звезды меньше излучения, чем Земля от Солнца. Так что экзопланета не прогревается до температуры более чем минус 39 градусов. Следовательно, все ее теоретические океаны покрыты льдом, и на планете нет воды в жидком виде. Но это лишь одна из версий. Другая не столь категорична. Невозможно сказать наверняка, как выглядит наш ближайший сосед. Мы не знаем, насколько сильны его атмосфера и гидросфера, как соотносятся длина года и дня. Используя эти значения в цифровом моделировании, ученые получили широкий спектр возможных результатов. Проксима Центавра b способна быть чем угодно. От замерзшей тундры, несовместимой с человеческой жизнью, до довольно холодного и экстремального океанического мира. К тому же имидж планеты в последнее время подпортила ее собственная звезда. По новым оценкам ученых, красный карлик Проксима Центавра имеет буйный и непредсказуемый характер. На светиле регулярно происходят вспышки, которые заливают экзопланету мощными потоками ультрафиолетовых и рентгеновских лучей. Проксима b получает в 60 раз больше высокоэнергетического излучения и в 400 раз больше рентгеновских лучей, чем Земля, и вряд ли на ней может существовать что-то живое.
Только очень мощное магнитное поле, сильнее, чем у Земли, могло бы спасти Проксима Б от выбросов радиации звезды. Сейчас ученые ищут космическое покрывало вокруг нашей ближайшей космической соседки. Безусловно, будет здорово, если она окажется пригодной для жизни. Экзопланета Бернард Б тоже близка к нашему миру. Она расположена в 6 световых годах от Земли в созвездии Змееносца. Экзопланета, как и Проксима Б, вращается в обитаемой зоне Красного Карлика. Звезда старая и тусклая, ее невозможно увидеть невооруженным глазом. О самой экзопланете пока известно не так уж много, поскольку ее существование астрономы подтвердили лишь в конце 2024 года. Но ученые уже с уверенностью говорят, что она имеет 37% массы Земли и еще находится очень близко к своему красному карлику, совершая полный оборот по орбите всего за 3 дня. Это приводит к вероятному выводу, что Бернард Б – безжизненный мир, атмосфера которого либо очень тонкая, либо вообще отсутствует, как у Марса или Меркурия. Особенно жестокими условия в том мире, вероятно, делает приливной захват Бернарда Б своей звездой. Это означает, что освещенная Солнцем сторона планеты нагревается до такой степени, что на ней не может быть жидкой воды, а ночное полушарие охлаждено не менее чем до минус 170 градусов. В таком случае зачем путешествовать в этот негостеприимный мир? Конечно, условия на Бернарде Б в любом случае далеки от земных стандартов. Тем не менее, экзопланета имеет определенные шансы оказаться пригодной для жизни. По мнению некоторых астрономов, этому как раз способствует адская жара на одной стороне Бернарда Б и смертельный холод на другой. Резкая разница в температуре порождает постоянные бури, которые беспрерывно бушуют в том мире. Ветра на немыслимых скоростях несутся из одного полушария в другое и могут уравновешивать температурные показатели. Так что, возможно, на экзопланете есть области вполне сносные по условиям, где когда-то в далеком будущем человечество решит разместить свои базы. В созвездии Девы также есть перспективная для нашего посещения экзопланета Рос-128b. Она находится относительно близко к Земле, на расстоянии 11 световых лет. Как и предыдущие объекты, на которых мы побывали, экзопланета вращается вокруг тусклого, прохладного красного карлика Рос-128. Только ее звезда, в отличие от Проксима Центавра, обладает покладистым нравом. Ни разу астрономы не зафиксировали ее вспышки, которыми отличаются другие красные карлики. Сама планета на 40% тяжелее Земли, а ее радиус на 60% больше. Гравитация Рос-128b всего на 12% сильнее, чем на Земле. Что касается температуры, то существует несколько ее оценок. От минус 60 до плюс 21 градуса. То есть более или менее ее можно сопоставить с земной. На основе этих данных астрономы сделали вывод, что Рос-128b по многим показателям умеренная экзопланета. Исследователи высоко оценивают ее шансы оказаться пригодной для жизни. Правда, как и во всех предыдущих примерах, из-за приливного захвата планета всегда обращена одной стороной к звезде. Однако ее достаточно круглая орбита может означать, что она хотя бы частично поворачивается вокруг своей оси. В таком случае на Рос-128b существуют дни и ночи. Это повышает привлекательность далекого мира для будущих колонистов. Но есть ли у него сильная атмосфера и гидросфера? По крайней мере, о втором говорит плотность объекта, которую вычислили астрономы. Его поверхность может оказаться полностью покрыта океаном, а полюса заперты ледниками. В подобном случае не исключено, что будущим экспедициям придется проводить все время под водой. Любые потенциальные поселения должны будут либо плавать на поверхности, либо быть построены на дне океана. Впрочем, экипировку для дайвинга нам готовить рано. Рос-128b может оказаться сухим, безжизненным миром из-за близости к своему красному карлику. Каков облик экзопланеты на самом деле, покажут дальнейшие исследования.
А мы посетим еще одну космическую соседку, которая находится на расстоянии 12 световых лет от Земли и тоже вращается вокруг красного карлика GJ-1061. Подтверждено, что в системе звезды находится сразу 3 суперземли, но не все они нам интересны. Планета Б выбрала себе место слишком близко к светилу, потому не гостеприимна, как Венера. Что касается GJ-1061c, она совершает оборот вокруг звезды за 6,7 земных суток и всегда повернута одной стороной к своему красному карлику. Если она имеет атмосферу, подобную земной, то средняя температура на поверхности должна достигать около 35 градусов Цельсия, то есть там значительно жарче, чем в нашем мире, но в целом вполне приемлемая температура. Жаль, что у этой экзопланеты мало шансов на обитаемость, прежде всего из-за ее значительного размера. GJ-1061c на 75% массивнее Земли. Значит, ее внешний газовый слой должен быть плотнее земного, а парниковый эффект на планете более сильным. Что касается гравитации, то, возможно, она близка к земной. Точную оценку сделать сложно, учитывая, что пока астрономы не вычислили радиус этого небесного тела. Планета GJ-1061d – другое дело. Она находится еще дальше от красного карлика, но все равно ей нужно всего 13 земных дней, чтобы обернуться на вытянутой орбите. Эллиптический путь, как предполагают ученые, спасает тот мир от полного захвата гравитацией своей звезды. Планета, скорее всего, вращается вокруг своей оси. На ней есть чередование дня и ночи. Недаром астрономы из университета в Пуэрто-Рико считают, что она с очень высокой вероятностью в 86% пригодна для жизни. Астрономы пока не знают радиуса экзопланеты, поэтому не могут вычислить ее гравитационные параметры. Однако уже известно, что GJ-1061 на 64% массивнее Земли и получает на 40% меньше энергии от своей звезды по сравнению с нашей планетой. Если у нее такая же атмосфера, как и у нас, средняя температура на экзопланете не превысит минус 10 градусов. Мир намного холоднее нашего, на котором не будет воды в жидком виде. Но вполне возможно, экзопланета обладает достаточно плотной атмосферой. Тогда она испытывает значительный парниковый эффект, который делает ее среду ближе к той, которую мы считаем обитаемой. Пока ученые с этим разбираются, мы переместимся чуть дальше, на расстоянии 12,5 световых лет от Земли, и погрузимся в царство вечных сумерек звезды Тигарден из созвездия Овна. Она не просто тусклая, это самая темная из всех светил, известных астрономам. Хотя звезда и близко к нам, без телескопа Тигарден не увидеть. Ее светимость более чем в 1000 раз слабее солнечной. И она очень маленькая. Радиус Тигардена почти в 10 раз меньше, чем Солнце, а масса составляет примерно 9% солнечной. Иными словами, это почти коричневый карлик. Но все же чуть больше. У этого светила обнаружено 2 планеты. Для нас наверняка окажется интереснее внутренняя Тигарден-Б. Мы всегда мечтали побывать в гостях у двойника Земли, и, по словам астрономов, это как раз тот случай. Тигарден-Б похожа на Землю больше всех других известных им миров. Ученые составили специальный индекс подобия чужих миров нашей планете. У Тигарден-Б он зашкаливает, достигнув 97%. То есть это практически наш двойник, который только на 3% отличается от Земли. Правда, экзопланета расположена на расстоянии 25 тысячных астрономических единиц от звезды, намного ближе к своему красному карлику, чем Земля к Солнцу. 5 дней для полного оборота вокруг светила, и Тигарден-Б готова перелистнуть год на своем календаре. Из-за этого экзопланета получает от звезды на 15% больше радиации, чем Земля. Но чем же она тогда сходна с нашим миром? Следуя практике по круговой орбите, Тигарден-Б, как и Земля, постоянно находится в обитаемой зоне своей звезды.
Ее масса и радиус отличаются от земных на ничтожную цифру – 0,01%. Это означает, что сила тяжести в обоих мирах тоже очень сходна. И вполне логичным будет предположить, что внутренний состав планеты также почти идентичен земному. В центре Тигарден-Б, вероятно, находится массивное металлическое ядро, а вокруг него толстая мантия. Внешняя часть небесного тела покрыта тонкой корой из затвердевших пород. Математическое моделирование показывает, что средняя температура на Тигарден-Б составляет в среднем 28 градусов Цельсия. При таких показателях на планете может плескаться целый океан жидкой воды. Это настоящий рай для разных форм жизни. Хотя вероятен и неблагоприятный сценарий, Тигарден-Б, скорее всего, постоянно повернута к близкому светилу одной стороной. Тогда на ней наблюдается резкий перепад температур на дневном и ночном полушарии. Кроме того, не будем забывать, что звезда Тигарден является красным карликом, и хотя обычно он очень тусклый, не факт, что останется таким всегда. В любой момент звезда легко может вспыхнуть, как и другие светила своего класса, увеличив яркость до 30%. Тогда очень близкую к нему экзопланету зальет потоками смертельного излучения. Gliese-12b намного дальше от нас. Она вращается в созвездии Рыб на расстоянии 40 световых лет от Земли. Но полет в такую даль того стоит. Ученые считают экзопланету теоретически пригодной для жизни. Этот мир меньше Земли, но больше Венеры, и вращается вокруг небольшого холодного красного карлика. Светило размером не превышает 27% Солнца и на 40% холоднее нашей звезды. Gliese-12b, подобно всем предыдущим объектам, находится очень близко к своему красному карлику и совершает полный оборот по орбите каждые 12,8 дня. Но поскольку звезда Gliese-12 намного меньше и холоднее Солнца, ее экзопланета все еще попадает в обитаемую зону, то есть теоретически вода на ней может существовать в жидком виде. Тем не менее, планета получает в 1,6 раза больше энергии от своей звезды, чем Земля от Солнца. Ученые подсчитали, что температура ее поверхности составляет около 42 градусов Цельсия. Подойдет ли такая жара для живых существ? А в НАСА и Европейском космическом агентстве уверяют, что Gliese-12b разогрета так же, как Великобритания во время аномальной волны тепла в 2022 году. Много, конечно. Посетителям экзопланеты придется как следует попотеть. Но прогнозы у ученых достаточно оптимистичны. Скорее всего, Gliese-12b – одна из немногих известных каменистых планет, где люди могли бы выжить. Если у нее есть атмосфера типа земной, то все еще круче. Температура на экзопланете будет ниже. Вполне вероятно, при таком раскладе Gliese-12b окажется тем самым долгожданным миром с умеренным климатом, который мы так долго искали. Однако для окончательного вердикта требуется более тщательные исследования. На данный момент ученые не уверены, из чего состоит атмосфера планеты, если она вообще есть, и присутствует ли там вода. При плотной толстой атмосфере на экзопланете будет создан мощный парниковый эффект. В таком случае Gliese-12b больше похожа на Венеру, чем на Землю, и на ней нет жидкой воды. Если двигаться дальше, то нас наверняка заинтересует экзопланета в 137 световых годах от Земли. В созвездии Летучая мышь есть суперземля Тои 715b, которая расположена прямо посередине обитаемой зоны своего маленького и тусклого красного карлика. Граница зоны Златовласки проходит буквально вплотную к этой слабой холодной звезде, которая на 75% меньше по радиусу и массе Солнца. Тои 715b очень дружна со своим красным карликом и держится от него на расстоянии всего в 83 тысячных астрономической единицы. Союз намного теснее, чем у Меркурия с Солнцем. Экзопланета совершает полный оборот по орбите всего за 19 дней. Она постоянно проходит перед своей звездой, если смотреть с Земли.
Именно благодаря этим частым затмениям космический аппарат ТЭСС идентифицировал ТОИ-715b, а затем астрономам удалось выяснить некоторые свойства объекта. Планета в 1,55 раза больше Земли и имеет температуру минус 39 градусов. Это достаточно многообещающие характеристики, но только в случае, если у ТОИ-715b есть атмосфера. Такой покров способен согреть объект до более высоких температур, что позволит воде на его поверхности сохраняться в жидком виде. Чтобы узнать все точнее, астрономы планируют с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб определить наличие и состав атмосферы экзопланеты. Но самой главной целью они ставят поиск на ТОИ-715b воды. Словом, астрономы нашли уже достаточно экзопланет, которые претендуют на титул жизнепригодных, и мы осмотрели наиболее перспективные из них. Самое время поворачивать обратно к родному дому. Но вдруг бац, и в наш корабль может чуть ли не врезаться некий блуждающий объект. Что за загадочное небесное тело способно преградить нам путь? И может ли оно иметь отношение к потенциально жизнепригодным мирам? Представьте планету, которая блуждает в темноте и адском холоде межзвездного пространства. Она не привязана к какому-нибудь светилу. Подобные изгои не ассоциируются у нас с зоной Златовласки, но к ним стоит присмотреться. Хотя бы потому, что блуждающих планет намного больше, чем считалось ранее. По некоторым оценкам, в Млечном Пути находятся миллиарды подобных странниц. Их трудно увидеть, ведь эти объекты не освещает свет звезд, и все же о них уже известно немало. Астрофизики выяснили, что изгоями чаще становятся планеты из молодых звездных систем. Это опасные места, где протопланеты сражаются за доступную массу. Во время борьбы они нередко сталкиваются друг с другом, при этом большая планета способна вытолкнуть в космос маленькую. Но даже взрослые миры может выбросить с орбиты пролетающая мимо звезда или черная дыра. Изгнанную с привычного места планету ждет ужасная судьба. Когда она оказывается вне звездной системы, ее поверхность постепенно остывает до температуры открытого космоса – минус 270 градусов. Если у нее есть океаны, то вода в них превращается в твердый, как камень, лед. Такая планета не знает ни времена года, ни дня, ни ночи, которая указывает течение времени. Кажется, в ней нет ничего, кроме льда, жуткого холода и пустоты. Хотя, что если какие-то блуждающие планеты создают обитаемую область внутри себя? Профессор технологического института Флориды Манасви Лингама считает это вполне реальным. По его мнению, на планетах-изгоях может бурлить жизнь. Как такое возможно? Давайте рассмотрим на примере некой каменистой странницы, похожей на Землю. Из ее ядра миллиарды лет может исходить тепло. Подогрева хватит, чтобы лед растаял изнутри, образовав водоемы. Примеры мы найдем на Земле. Подо льдами Антарктиды на глубине 1,6 километров обнаружили незамерзшие озера и реки. Там обитают микробы, моллюски, странные рыбы. Подобные существа, возможно, есть подо льдами космических изгоев и даже на их поверхности. Правда, пока астрономы нашли лишь одну экзопланету, которая теоретически для этого подходит – OGLE 216 BLG 1928. Она не связана ни с одной звездой и свободно плавает по галактике. И, что самое привлекательное, планета имеет примерно земную массу, так что при наличии атмосферы гипотетически может быть пригодной для жизни. Если мы не встретим по пути такого потрясающего изгоя, то расстраиваться не стоит. Не менее чудесный сюрприз нас может ждать по возвращению в Солнечную систему. И опять же, он не будет связан с обитаемой зоной звезды. Чтобы получить этот бонус, нам стоит присмотреться к внешним планетам. Ну что там интересного? Газовые и ледяные гиганты? Их даже с натяжкой не назовешь пригодными для жизни. А что, если пристальнее взглянуть на их спутники? Только у Сатурна 118 лун, у Юпитера 95. Выбор велик, хотя раньше астрономы не обращали никакого внимания на пригодность для жизни спутников планет. Сейчас
все изменилось. В рамках новой стратегии поиска обитаемых миров ученые уже выделили Луны в особую категорию. Некоторые из этих объектов продемонстрировали просто уникальные свойства. Некоторые спутники даже поднялись на первые позиции в рейтинге кандидатов на поддержание жизни. Знакомство с ними мы начнем с Энцелада. Этот ледяной спутник Сатурна размером со штат Аризона или с Польшу – чудесное место. Мы можем там отдохнуть не хуже, чем на земных пятизвездочных курортах. Из многочисленных трещин на его поверхности бьют огромные теплые гейзеры. Их струи указывают на то, что под поверхностью Луны может находиться океан. По предположениям ученых, вполне возможно, он обитаем. Косвенно такую версию подтвердил космический аппарат Кассини, который работал в системе Сатурна. Он много раз погружался в струи гейзеров и с помощью размещенного на борту спектрографа смог определить их состав. На этой Луне есть все химические элементы, необходимые для живых существ. Спутник Юпитера Европа тоже расположен слишком далеко от Солнца, чтобы сохранять жидкую воду на поверхности. И, подобно предыдущему кандидату, Луна способна прятать под своим ледяным панцирем целый океан. Вполне возможно, внутренний водоем Европы просто необъятен и содержит в 2 раза больше воды, чем океаны Земли. Тем временем, прямо на поверхности Титана, спутника Сатурна, в этановых и метановых озерах может обитать экзотическая жизнь. И для человека условия там, по мнению некоторых ученых, более или менее подходящие. Все дело в атмосфере Луны, которая на 90% состоит из азота и углеводородов. Это дает надежную защиту от метеоритов и излучения. Атмосферное давление там тоже вполне приемлемо. Оно равно примерно 1,5 атмосферы, что вполне комфортно для человека. Правда, с температурой у Титана немного не сложилось. По расчетам ученых, она опускается до немыслимых показателей в минус 180 градусов. Однако недавно астрономы подняли шансы Луны на обитаемость. Последние исследования показали, что на Титане есть участки, покрытые туманной дымкой. Некоторые снимки зонда Гюйгенс, который приземлился на борту одного из водоемов Титана, выявили там метановый туман. Это явление способно значительно смягчить холода. На берегу подобных рек и озер переселенцы смогут построить новый туманный Альбион. Пока, конечно, эти планы тоже покрыты туманом. Но все же, согласитесь, мы увидели сравнительно недалеко от Земли много потенциально обитаемых миров. Конечно, по комфорту наши космические соседи явно не дотягивают. Они слишком холодные или горячие, либо их звезды чересчур неспокойные. Гравитация излишне давит или подбрасывает вверх. Все же эти миры, по мнению ученых, где-то можно подправить или перезагрузить, например, создав искусственную гравитацию, атмосферу для защиты от радиации. Тогда мы получим вполне сносный второй космический дом. И да, остается более потрясающий шанс. Когда-то мы найдем пятизвездочную планету со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами. До последнего времени это звучало как фантастика. Однако недавно международная команда астрономов обнаружила в 100 световых годах от нас сразу 24 экзопланеты, похожие на Землю, но с более влажным и теплым климатом. По словам ученых, есть вероятность, что условия для людей там значительно лучше, чем на Земле. Конечно, что-то утверждать еще рано. Вся эта удивительная космическая компания нуждается в более детальном изучении. Но галочку на заметку нам поставить стоит. Если все подтвердится, то быстро пакуем чемоданы и летим к этим удивительным мирам. Небесное тело с сервисом «Все включено» для любого космического путешественника – настоящая мечта.